То, что маньяков и убийц приговаривают к смертной казни, не откровение. Гораздо интереснее, что происходит с телами этих жутких людей после приведения приговора в исполнение. Кого-то просто кремируют и втайне распыляют над морем, а у некоторых маньяков вырезают мозги, чтобы найти физические отклонения в их больной голове. Я расскажу про страшных людей и то, что стало с их телами после казни. А, наконец, оставил дикую историю террориста, который убил 168 человек в одиночку. И начну с Джона Уэйна Гейси, человека, чья жизнь нераздельно связана с трагедией и ужасом. Родившись 17 марта 1942 года в Чикаго, он вырос в семье, где домашнее насилие было нормой. Его отец, суровый человек польского происхождения, и мать англичанка с датскими корнями воспитывали Джона вместе с его сестрами Джоанной и Карен в атмосфере страха и постоянных застолий. Впоследствии Уэйн стал известен как клоун-убийца, зловещий маньяк, который использовал свой образ клоуна, чтобы привлекать и убивать молодых парней. Свою первую жертву, 15-летнего Тимоти Джека Маквея, он заманил обещанием бесплатного ночлега и экскурсии по Чикаго. Это было только начало его жуткого пути. Гейси, однако, был не просто убийцей. Его преступления были особенно изощренными и жестокими. Он убивал своих жертв, удушая их веревкой или доской, параллельно подвергая их пыткам и сексуальному насилию. Эти акты зверства привели к 33 подтвержденным убийствам. Большинство тел своих жертв он спрятал в полах и подвале своего дома. Он фактически годами ходил по трупам. У меня даже мурашки по коже от этого чудовища. С годами его извращенные устремления приняли еще более зловещий оборот. Он открылся своей второй жене Кэрол Хофф о своей бисексуальности, при этом заявив, что более не будет с ней поддерживать интимные отношения. Кэрол, ошеломленная его признанием, заметила, что Джон все чаще возвращается домой под утро и приводит с собой молодых людей и мальчиков в гараж, которые потом оттуда не выходили. В 1976 году, не выдержав такой жизни, Кэрол взяла своих дочерей и ушла от Гейси, разводясь с ним. Следующие годы с 1976 по 1978 стали самыми ужасающими в жизни Гейси. Он сам назвал этот период своими крейсерскими годами, когда он, оставшись один, свободно охотился за своими жертвами. Его дом превратился в ловушку для мальчиков, которых он приводил туда в любое время дня и ночи. Соседи рассказывали следствию, как машина Гейси постоянно уезжает и возвращается в разное время. И тут я вас ничем не удивлю. Естественно, что при таком количестве жертв убийцы назначили смертную казнь. Спросите меня, что необычного было с его казнью? Утром 9 мая 1994 года перед исполнением приговора Гейси был приведен в исполнительный центр Стейтвилля. Там ему позволили устроить последний пикник с семьей на территории тюрьмы. Его последний ужин был очень странным. Ведро KFC, картофель фри, обжаренные креветки, свежая клубника и диетическая кола. Это было последнее удовольствие, которое он позволил себе перед смертью. Во время казни возникла неожиданная проблема. Химические вещества, использованные для инъекции, затвердели, закупоривая трубку. В итоге исполнительная команда вынуждена была заменить трубку, и процесс занял 18 минут вместо пары ожидаемых. Это вызвало критику со стороны анестезиологов и привело к изменению метода смертельной инъекции в Иллинойсе. Гейси до конца не выразил раскаяния в своих преступлениях. Но гораздо интереснее тот факт, как поступили с его телом. После подтверждения его смерти мозг был изъят для исследований. В попытке понять психологию таких злодеев, как он. Остальное тело было кремировано с пустой головой. Но не поверите, это еще не самая жесть из того, что я вам расскажу сегодня. И продолжу Виктором Фегером, уроженцем Мичигана. В 1960 году приехал в Дубьюк, штат Айова, и поселился в ветхом пансионате.
Он вошел в историю как последний человек, казненный в Соединенных Штатах перед мораторием на смертную казнь, и последний, приговоренный к смертной казни в штате Айова. Что особенно меня удивило, Фегер был бродягой и странником, и толком про него ничего не известно. Человек-загадка. Однажды он начал обзванивать врачей из местного телефонного справочника, утверждая, что женщине требуется медицинская помощь. Зачем? Это был хитроумный план, чтобы заманить одного из них. Его жертвой стал доктор Эдвард Бартельс, который приехал на вызов и был похищен, а затем убит Фегером. Тело доктора было найдено в кукурузном поле в Иллинойсе с огнестрельным ранением в голову. Арест Фегера последовал вскоре, когда он попытался продать автомобиль доктора в Алабаме. Покупатель Джеймс Б. Элфорд почувствовал неладное и сообщил ФБР. Власти считают, что Фегер похитил доктора Бартельса ради доступа к лекарствам, которые могли быть у врача. Обвинения против Фегера были серьезными, так как он перевез своего заложника через государственную границу, что привело к федеральному судебному процессу. В своей защите Фегер придумал историю о наркомане из Чикаго, который якобы на самом деле убил Бартельса. Фегер утверждал, что убил этого несуществующего наркомана и выбросил его тело в Миссисипи. Но власти так и не нашли никаких доказательств этой истории. После того, как федеральный суд признал его виновным и приговорил к смертной казни, Фегер попытался обратиться за помилованием к президенту Джону Кеннеди через своего адвоката и губернатора Айовы Гарольда Хьюза. Но Кеннеди, убежденный в жестокости преступления Фегера, отказал в помиловании, чему я вообще не удивлен при учете неопровержимых улик. Спросите меня, что было дальше? Виктор Фегер был перевезен из федеральной тюрьмы в Ливенворте в пенитенциарное учреждение штата Айова в Форт Мэдисоне, где он провел последние дни перед казнью. Он оставался спокойным и сдержанным, став примером образцового поведения заключенного. На свой последний ужин Фегер попросил всего одну оливку с косточкой, выразив надежду, что из нее вырастет оливковое дерево в знак мира. 14 марта 1963 года Фегер провел всеношное бдение с римско-католическим священником. На следующее утро, 15 марта, он был одет в новый костюм и отведен к месту казни, где его повесили. Среди свидетелей были журналисты и даже член Палаты представителей Айовы Джон Элли, для которого наблюдение за казнью стало решающим в его борьбе против смертной казни в штате. После казни, когда тело Фегера было доставлено в местное похоронное бюро, в одном из карманов его костюма была найдена косточка от оливки. Последнее напоминание о его странном, но миролюбивом жесте. В свидетельстве о смерти Фегера было указано: казнь, перелом шейного отдела позвоночника. Его тело было похоронено в безымянной могиле на городском кладбище Форт Мэдисон. Как я понимаю, оливковое дерево так и не выросло. Ну а теперь я расскажу про то, что стало с телом самого харизматичного маньяка Америки. Тед Банди вырос в семье, где его биологическая мать считалась его сестрой, а дедушка и бабушка – родителями. Он уже с детства себя очень странно вел. Например, меня поразил случай с выкладыванием кухонных ножей вокруг спящей тети. Когда Теду было всего 3 года, одним из его ранних проявлений странного поведения было его хобби – шпионить за людьми и рыться в мусорных баках. Его подростковые годы были ознаменованы социальным отчуждением и насмешками со стороны сверстников. Несмотря на академические успехи, Банди страдал от низкой самооценки и одиночества. Он утверждал, что общение было для него стрессом, и что он не понимал, почему люди хотят дружить друг с другом. Точная дата начала его убийств остается неизвестной, хотя первое доказанное убийство было совершено, когда Банди было 27 лет. Банди оставил за собой кровавый след от Вашингтона до Колорадо, убивая молодых женщин с особой жестокостью, и был арестован лишь летом 1975 года, к тому времени, когда совершил как минимум 30 убийств. Даже после ареста его обаяние продолжало воздействовать на женщин, многие из которых посещали судебные заседания, чтобы увидеть его. Во время судебного процесса Банди получил предложение о браке от Кэрол Энн Бун, с которой он встречался в Вашингтоне. В
1982 году у них даже родилась дочь. Накануне казни Банди обсуждал возможность суицида, не желая давать государству удовлетворение от его смерти. В конце концов, 24 января 1989 года он был казнен на электрическом стуле. Во время казни вне тюрьмы собралась толпа, которая праздновала его смерть. После казни останки Банди были кремированы, а пепел развеян в Каскадных горах, согласно его последней воле. Еще один преступник, про которого я должен рассказать. Ронни Ли Гарднер, осужденный за ограбление и убийство, оставил после себя мрачную страницу в истории криминологии. Его выбор метода казни, расстрела, определялся религиозными убеждениями. Как мормон он верил, что может искупить свои грехи через чужую кровь. Гарднер был приговорен к смертной казни за серию преступлений, включая ограбление и убийство в Солт-Лейк-Сити, а его казнь была отложена на 25 лет из-за многочисленных апелляций, что в итоге привело к изменению законодательства в штате Юта. Его последние дни были омрачены религиозным очищением и голодовкой, во время которой он смотрел трилогию «Властелин колец». На ужин перед казнью Гарднер заказал стейк, хвост омара, яблочный пирог и ванильное мороженое. Казнь Гарднера 18 июня 2010 года была проведена путем расстрела. 5 полицейских с оружием прицелились в мишень, нарисованную на сердце Гарднера. Один из патронов был заряжен восковой пулей, чтобы никто не мог узнать, чей выстрел оказался смертельным. Все это было сделано, чтобы минимизировать психологическую травму для полицейских, выполнявших приговор. Тело Гарднера было выдано адвокатам, после чего кремировано, а прах развеяли над водой, как просил заключенный. История казни Турки ибн Сауд аль-Кабира, настоящего саудовского принца, шокировала даже меня, человека, любящего криминалистику. В 2012 году в возрасте всего лишь 11 лет Турки совершил преступление, убив своего приятеля Аделя ибн Сулеймана ибн Абдуль-Карима аль-Мухаймида в ходе драки. Это событие произошло в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. В данном случае судебный процесс и приговор строго следовали нормам шариатского права. При этом отец убитого отказался принять дию. В исламском праве это компенсация за преступление, что практически обрекло Турки на казнь, несмотря на его королевское происхождение. Что еще больше меня удивило, даже король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, родственник принца, не смягчил приговор. 18 октября 2016 года, начиная с раннего утра, были выполнены все предписанные шаги перед исполнением приговора. Принц написал свое завещание, совершил ритуальное омовение и был перевезен в мечеть для участия в молитве Аср, что является частью исламских обрядов перед казнью. На главной площади Эр-Рияда, лицом к Мекке, Турки ибн Сауд аль-Кабир был поставлен на колени на ткани голубого цвета. Этот момент, полный символизма и религиозной значимости, предвещал окончание его жизни. Офицер шариатской гвардии вручил палачу шамшир, традиционную арабскую саблю, которая стала инструментом казни. После отделения головы от тела врач подошел, чтобы зафиксировать смерть принца, после чего тело было собрано и доставлено на кладбище для погребения в тот же день. Ну и раз я начал про нестандартные казни, то должен рассказать и про эту ужасную историю. Братья Маджид и Хусейн Кавусифар были приговорены к смертной казни в 2007 году за убийство судьи Хасана Макадаса. Этот судья был известен своей жестокостью и преследованием иранских диссидентов, что вызвало недовольство и агрессивную реакцию со стороны братьев Кавусифар. Казнь парней на публичной площади в Тегеране должна была продемонстрировать строгость иранской судебной системы и шариатского права, а также их готовность использовать смертную казнь как средство поддержания порядка в стране. В отличие от классического метода повешения, где смерть наступает быстро из-за перелома шейных позвонков, братья Кавусифар были подвешены за шею с помощью подъемного крана. Это привело к их медленной и мучительной смерти от удушения, продолжавшейся около 30 минут. Тела сняли не сразу, дали всем присутствующим вдоволь насладиться этим зрелищем. Также необычным было решение не надевать на приговоренных черные мешки, обычно используемые в таких случаях, чтобы скрыть лица умирающих от публики.
В данном случае выражение лиц братьев Кавусифар, их выпученные глаза и вываливающиеся языки были оставлены на виду толпы. Тела убийц закопали лишь на следующий день. Место захоронения оставили в тайне. Ну и как обещал в самом начале, теперь про казнь Тимоти Джеймса Маквея, одного из самых известных американских террористов, судьба которого вызвала большой общественный резонанс. Он был приговорен к смертной казни за организацию и выполнение бомбового теракта в Оклахома-Сити в 1995 году, в результате которого погибли 168 человек. Это было одно из самых кровавых террористических нападений в истории США до событий 11 сентября 2001 года. Маквей был казнен 11 июня 2001 года путем смертной инъекции. Перед казнью он вел себя спокойно, заказал на завтрак шоколадное мороженое и отказался от последнего слова. Его казнь была транслирована через телевизионные камеры, и среди зрителей были родственники жертв теракта. Если задуматься, то жизненный путь Маквея был сложным и противоречивым. С детства он проявлял интерес к оружию и правым взглядам, чему, возможно, способствовало общение с дедом, ветераном мичиганской милиции. В школе он был отличником и обладал талантом к программированию, но в юности отказался от будущего в офисе, выбрав службу в армии. Во время службы в армии, в частности, во время операции «Буря в пустыне», Маквей столкнулся с реальностью войны. Уничтожил несколько врагов и был награжден за отвагу. Однако в армии у него возникли проблемы из-за своих взглядов, включая инцидент с ношением белой футболки в знак протеста против черных футболок, которые носили чернокожие солдаты. Это было расценено как проявление расизма и привело к дисциплинарному взысканию. После казни родственники не стали забирать тело Маквея, адвокат был вынужден кремировать террориста. С телами казненных обычно не церемонятся, и в абсолютном большинстве они бесславно исчезают в земле или огне. Но иногда бывают и исключения. Спасибо за просмотр.